Субботина. Здравствуйте. Вы его, я думаю, хорошо знаете. Автор более 100 фильмов о истории, о древней истории. И сегодня нам расскажет о древних компасах. Компасах. Прошу прощения. Переверни. А, вот этот? Ну, давайте. Давайте вот этот. Давайте. И переверните, пожалуйста, тайминг. Дорогие друзья, у нас времени с вами осталось чуть-чуть, поэтому лекция большая, сложная, 70 слайдов. Я постараюсь компактно все рассказать и оставить вам время на вопросы. Так, нормально слышно? Вот так, хорошо? Замечательно. Хотел сразу с терминологии начать, чтобы не было путаницы, потому что мы все собираемся, говорим о мегалитах, о мегалитических цивилизациях, о мегалитической культуре, но почему-то все время мы с вами все рассматриваем некие грандиозные мегалитические объекты, там камни по 100, по 200, по 500 тонн. Но если мы заглянем именно в научную терминологию, мы с вами с удивлением обнаружим, что мегалит, во-первых, что такое мегалит? Мегалит — это от греческого слова мега, большой, литос камень. То есть это в принципе любые камни, которые подверглись тому или иному воздействию человека. Так вот, оказывается, мегалитов существует два основных вида. Причем самое, что интересное, в первый вид входят это и дольмены, и менгиры, и кромлихи, и Стоунхендж — это тоже мегалиты. А вот вторая категория — это как раз уже то, чем мы с вами занимаемся на ЛАИ. Это огромные постройки, выполненные из фундаментальных камней, там десятки, сотни и более тонн. Поэтому, когда мы с вами говорим о мегалитах, нужно понимать, что мегалиты бывают разные, а не только большие камни. Как я вообще пришел к пониманию, что мегалиты, именно как менгиры и прочие интересные каменные объекты, могут являться древней навигационной системой? Началось все со старого увлечения. Я лет 10 на большой электронной карте потихоньку собираю все, что есть по мегалитике в мире, не только в России. Вот у вас сейчас на экране как раз фрагмент моей карты, которую можно найти на нашем сайте Протоистория. Если вы зайдете в мой профиль на лектории ЛАИ, ссылочка на эту карту есть. Так вот, самое интересное, когда ты начинаешь частное обобщать в общее, в систему, начинают вырисовываться некие закономерности. Ну, во-первых, давайте с вами вспомним, мы сегодня с вами говорим о менгирах. Менгиры — это вот такие разные камни. Менгиры, они бывают совершенно разные. Это бывают и камни, которые, вот как вот на этой фотографии, по 10, 15 и 20 метров высотой. И вот такие вот, как их называют, плиточные менгиры, которые тоже нужно не путать с древними постройками, потому что, например, очень часто, кто путешествует по Хакасии, Хакасия характеризуется тем, что там огромное количество плиточных, их называют, менгиров. Но на самом деле все намного интереснее. Оказывается, что многие плиточные менгиры — это остатки древних сооружений. Поэтому тоже не нужно их спутать. Вот классические менгиры. Просто чтобы вы понимали. Вот как раз на нижней картинке, вот здесь, так, мышка у нас ходит, видно? Видно, да. Вот это как раз остатки от древних сооружений. То есть притаскивали камни, из них делали стену, но потом, видимо, делали какую-то уже обвязку. Бывают очень интересные менгиры уже непосредственно с нанесенными символами. То есть фактически менгиры становятся некими путеводными указателями, о чем мы с вами и говорим. То есть вот вы едете по дороге на автомобиле, у вас указатели стоят. Раньше чаще всего менгиры использовали как путеводные камни. Наверняка все помнят, пришел Илья Муромец на перекресток 3 дорог, налево пойдешь, направо пойдешь. Вот сохранилась память у нас о том, для чего использовались менгиры. И когда мы с вами начинаем менгиры, и в принципе, да, спасибо большое. И когда мы начинаем менгиры объединять в единую карту, у нас начинает вырисовываться определенная очень интересная аналогия. Вот сейчас здесь как раз у меня выборка именно по менгирам на территории Европы и Азии. Вот даже сейчас можно заметить, так если буду отворачиваться, да, то есть вот у нас появляются определенные группы. Если мы карту начнем увеличивать, эти группы будут разбиваться на более мелкие массивы. И что самое интересное, по методу аналогии, больше всего вот эти группы менгиров, они напоминают современную геодезическую сеть. Что такое геодезия, рассказывать не буду, это отдельная наука. Но вот если вы обратите внимание, вот у нас левая часть — это расположение менгиров, это геодезическая сеть, аналогия видна. Дальше объясню, почему это важно. Опять же, расположение менгиров, дольменов и прочих мегалитических сооружений, и опять геодезическая сеть.
Ну вот так выглядит геодезическая сеть. Зачем она была нужна? До начала 18 века как таковой науки геодезии не было от слова совсем. Начала она появляться при Петре I, и благодаря нашему ученому Ломоносову наконец-то появилась наука картография профессиональная, именно геодезическая, и тогда был введен метод триангуляции. Нужно это было ровно для того, чтобы создавать правильные карты Российской империи. До этого это все было, как называется, по методу описательного чертежа. У меня вот немножко перебегу вперед, сразу покажу. Один из последних ярких представителей так называемых словесных атласов. То есть, когда не было четких карт, наши предки путешествовали по методу налево пойдешь, направо пойдешь. Вот очень редкая книга, на самом деле рекомендую ее, это как раз описательная карта. Мы как с вами привыкли, берем Яндекс.Навигатор, в лучшем случае берем атлас автодорог и начинаем путешествовать. Раньше это было немножко не так. Когда не было карт, именно в 17 веке создали атлас большому чертежу, который непосредственно описывал те приметы, которые можно встретить на дороге. То есть, грубо говоря, вышел из града Москва на север, дошел до Большого камня 10 верст, повернул направо, пошел в какой-то другой город. Вот так раньше путешествовали. А теперь вернемся опять же к нашим менгирам. И когда начинаешь собирать все вот эти вот объекты в единую, скажем так, карту, начинают возникать очень интересные совокупности объектов. Вот здесь очень хорошо видно, большими точками обозначены как раз те места, где сосредоточено большое количество менгиров и других, скажем, мегалитических объектов. Причем, что самое интересное, мы сделали тогда предположение, что менгиры действительно могли являться некими навигационными системами. Причем это нисколько не противоречит научной теории, потому что одна из гипотез, и Андрей Жуков не даст мне соврать, потому что мы с ним это многократно обсуждали, я к нему обращался как к археологу. Да, действительно, менгиры рассматриваются как путеводные камни. Хотя есть совершенно, скажем, уникальные интересные теории. Некоторые ученые предполагают, что, например, менгиры используют для того, чтобы коней в степях к ним привязывать. Ну вот даже такое бывает. В большинстве случаев менгиры рассматриваются как некие религиозные объекты. Но если мы сделаем с вами предположение, имея уже большой массив нанесенных на карту мегалитических объектов, что все-таки они использовались для навигации, у нас действительно вырисовывается очень интересная сеть, с помощью которой можно не только путешествовать, но и прокладывать маршруты. Сейчас я покажу вам еще одну схему. Ой, немножко назад, вперед убежал, чтобы вы поняли по аналогии, как это работает. Вот так работает фундаментальная астрогеодезическая сеть современная, с помощью которой и наши спутники привязываются, ориентируются, с помощью которой, в принципе, осуществляется вся геодезия и создание карт, уточнение координат. Но сейчас это делается с помощью спутников. Если мы посмотрим вот на этот интересный объект, это ахуновские менгиры. Что такое ахуновские менгиры, наверное, вы не знаете. Это комплекс из порядка десятка камней, выстроенных в определенной последовательности. А наши ученые, исследовав, говорят, что на самом деле это действительно древний археоастрономический объект, которому не больше, не меньше около 6 тысяч лет. Это официально научные данные, называют его не больше, не меньше башкирский Стоунхендж. Проведенные исследования показывают, что с помощью вот этих вот, казалось бы, простых примитивных инструментов наши предки не только могли наблюдать за звездным небом, и более того, сделаны и расчеты, и даже показано, что с помощью этого комплекса можно было и за полярной звездой наблюдать, и созвездия рассматривать. В общем, можно было проводить астрономические наблюдения. Но мы немножко решили гипотезу эту изменить. Надо понимать, что наши предки были практичными товарищами. И строить камушки, и достаточно вот эту сложную систему выстраивать, во-первых, зачем наблюдать просто так за небом? Посмотреть, где находится звезда полярная, или что-то другое делать. И вот наука археоастрономии, она как раз говорит о том, что вот такие вот комплексы менгиров, собранные в определенные вот такие последовательности, они используются не только для наблюдения за небом, а для создания определенных путевых векторов. И используя эту гипотезу, мы как раз попробовали на нашей карте, уже имея большой массив данных, а здесь у меня порядка 2000 менгиров по всей Европе и Евразии,
сосредоточено. И действительно, когда ты начинаешь бросать вектора даже просто через комплекс ахуновских менгиров, неожиданно эти вектора попадают, например, на городище Аркаим, на городище Синташта, на Кизильское городище. И когда ты туда приходишь, это была работа очень большая, мы целый год занимались экспедициями, объехали все места. Оказывается, что когда ты приходишь в точку, куда тебе указывает вектор, ты там находишь другую группу менгиров. То есть фактически приходишь на некий перекресток, который тебе указывает дальнейший твой путь. Но что самое интересное, здесь возникает одна проблема, вернее задача, и мы к ней подойдем. Ведь все вот эти вот менгиры, кромлихи и все мегалитические объекты официально имеют достаточно большой возраст. Это сотни, а вообще-то тысячи лет. То есть мы говорим о какой-то более древней системе навигации, которую впоследствии, помня о том, что наши предки с помощью камушков ходили по дорогам, мы имеем эффект так называемого вторичного использования. И здесь возникает очень интересный вопрос. А как же наши предки, используя просто вот эти камни, а надо понимать, что от менгира до менгира, от кромлиха до кромлиха иногда десятки, иногда и сотни километров, и мы сейчас к этому подойдем. Но в результате исследований мы нашли еще одну очень интересную закономерность. А когда у тебя вот эта вся система на карте есть, между менгирами действительно есть определенные, как бы это сказать, определенные расстояния. То есть, вот, например, когда мы говорим о стране городов, там, где у нас Синташта, там, где Аркаим, все вот эти города, или их еще называли ямы, они обычно строились 20-25 километров друг от друга. Почему? Это спокойный дневной переход лошадки, чтобы она не устала. Так вот, оказывается, между менгирами тоже есть определенные расстояния. И вот когда мы работали в районе реки Уй, это как раз катакомбная культура, мы нашли целую сеть менгиров, там буквально они там 10-15 километров друг от друга. И вдруг мы находим, грубо говоря, прорехи. То есть вот тут вроде должны быть менгиры, а они никем не обозначены. Мы просто сели на машину, поехали по полям, по степям искать, правильно ли наша теория. Что самое интересное, да, в итоге мы нашли вот такой вот курганчик очень странный. И ямка посередине. То есть, что самое интересное, вот тут его очень хорошо видно, курган-то он прямоугольный. То есть он вообще как бы выбивается в принципе из общей историографии и археологии катакомбной культуры. Потому что рядом вполне себе классические круглые курганы с захоронениями, и вдруг посреди поля стоит вот такой объект. А посередине ямка, мы подумали, что может быть там черные копатели, как всегда бывает, проводили раскопки грабительские. Но что самое интересное, рядом находим сваленный менгир. То есть кто-то давным-давно специально насыпал вот такой холмик, поставил путеводный камень, чтобы его видно издалека было. Мы вот как раз с Андреем обсуждали. И действительно есть в археологии очень интересная такая, не то что проблема, а непонятка. Многие курганы, на которых стоят менгиры, по теории там должны быть какие-то захоронения. Проводят раскопки, нет ничего. То есть курган выполнен исключительно для того, чтобы поднять менгир на более, скажем, на возвышенность, чтобы дальше видно его было. Причем мы с такими вещами сталкивались и когда ездили в Узбекистан, экспедиция у нас была очень сложная, так там вообще этой старой навигацией пользуются системой. Ехали мы на один интересный объект, Минбулак, надо было найти, а там ни дорог, ни путей, степи, пески, заблудиться крайне, скажем так, просто. И вот мы едем, и вдруг на одной возвышенности камень торчит. И мы местных, скажем так, как Сокалов спрашиваем, а что это у вас там за камушки стоят? А, говорит, мы, по ним раньше ориентировались. Это, говорит, наши предки еще ставили. То есть до сих пор, памятуя, как это было раньше, наши предки пользуются. Вот буквально в августе мы ездили в экспедицию, попали в село Лопуховка. Там тоже у них есть свой, называют они белый камень, который раньше использовался как именно указатель направления. Так, время есть еще, да? Так вот, опять же, когда мы говорим о крупных центрах, то есть, грубо говоря, пришли мы в Аркаим. Если Аркаим рассматривать с точки зрения археоастрономии, во-первых, он строго ориентирован по сторонам света, как и любое другое городище. То есть, уже придя в некое круглое поселение, с его помощью можно было определить пути. Причем самое интересное, если вы посмотрите, наберете археоастрономию Аркаим, вы увидите, что оказывается по вершинам горок вокруг Аркаима тоже стоят определенные камни, скажем так, вектора направлений. Вот как раз для примера. Верхняя часть это у нас Аркаим, а нижняя часть
очень похожее тоже на, скажем так, древнее поселение, но это уже Узбекистан, Койкарган-Кала. Мы тогда, собственно, ради этого и ездили, потому что когда нашли этот объект, для себя в первую очередь нашли, было дикое удивление, а что делает наш Аркаима в Узбекистане. И оказывается, вот этот объект, с ним связана отдельная история, тут надо лекцию тоже делать, он тоже строго ориентирован по сторонам света. Более того, с точки зрения археоастрономии, он очень хорошо разобран. Почему мы еще укрепили свои, скажем так, догадки по поводу того, что многие менгиры могут являться путеводными камнями? На многих вот этих каменных столбиках находится очень такой интересный, его называют солярный знак, вот такой вот. Ну, классически его называют солярным знаком, но если мы немножко отойдем от классических представлений истории археологии, на самом деле больше всего это напоминает на символическое изображение румба 4 сторон света. То есть, грубо говоря, ставят на камушке такой символ, и путник, приходя к нему, понимает, да, вот это тот камень, про который мне дед говорил. Причем, что самое интересное, мы когда занимались, я сам с Урала, Пермский край, Свердловская область, и у нас там проходил Великий Северный путь, которому там 2000 лет, ну это по самым крайним расчетам историков, то, что удалось накопать. Так вот, до сих пор у нас на Урале там, бабушки, дедушки помнят, как в стародавние времена, когда там торговые пути шли, отец сыну по секрету рассказывал, как нужно правильно идти от одного камня к другому, чтобы путь был правильный и на лихих людей не нарваться. То есть были системы ориентиров. Но опять повторюсь же, это уже эффект вторичного использования. Потому что на самом деле достаточно сложно понять, а как же прокинуть-то вектор от одного камня к другому, который находится на расстоянии десятков километров. И вот здесь возникают крайне интересные закономерности. Примерно в 70-х годах трое ученых Гончаров, Макаров и Морозов разработали крайне интересную модель Земли кристаллом, с которой наверняка вы знакомы, может быть видели. Модель заключается в том, что наша Земля это некий геокристалл, и на, скажем так, вершинах и на гранях этого кристалла, как правило, сосредоточены все культурные центры. Проверить это достаточно легко, теория абсолютно научная, защищалась она в Академии наук СССР, и до сих пор ей ученые пользуются, хотя академически ее считают лженаучной. А дальше началось самое интересное. Когда мы эту модель приняли за рабочую гипотезу, мы начали смотреть, а как же помимо вот этих гипотетических кристаллических узлов и граней расположены все мегалитические сооружения. Мы брали в первую очередь азиатскую и европейскую часть. Так вот, оказывается, когда ты берешь геологическую карту, происходит забавная вещь. Большая подавляющая часть и менгиров, и дольменов, и прочих мегалитических сооружений стоят не больше, не меньше, а на местах разломов. То есть в данном случае камень является как, может быть, скажу некую крамольную фразу, неким резонатором. На самом деле, кто с этой темой знаком и немножко знаком с физикой и с геологией, меня прекрасно поймут, что камень в определенных условиях, особенно если там содержится кварц и другие определенные минералы, он может действительно становиться резонатором. Вот примерно так это выглядит, модель. А далее я связался с коллегами из Питера, семья Резунковых, 2 кандидата наук, один, если мне память не изменяет, физико-математических, а супруга или биологических, или медицинских наук. А они той же самой проблемой озаботились, но они конкретно занимаются изучением сейдов на Кольском полуострове. Так вот, оказывается, что мало того, что сейды стоят по определенным разломам, они в некоторых случаях еще меняют вектор магнитного поля. То есть какими-то фантастическими, непонятными нам пока законами изменяется вектор магнитного поля. То есть камень становится установленный, подчеркиваю, в правильном месте, признание определенных законов, он становится фактически каменным компасом. Но здесь возникает опять же вопрос, хорошо, это сейчас мы можем подойти к камню, взять компас, взять какой-то геофизический прибор и замерить вектор магнитного поля. Но как же наши предки, а мы говорим о тысячах лет, в прошлое, как же наши предки умели ориентироваться, что же происходило? Для того, чтобы это понять, нам надо с вами вспомнить про миграции птиц. Загадка для орнитологов, вот еще последние лет 30-40, пока они открыли магниторецепцию, был самый главный вопрос, а как же наши птички преодолевают десятки тысяч километров и четко из одного места гнездования прилетают в другое. Что же у них за компас такой в голове? Так вот, оказывается, что у практически всех птиц есть особые магниторецепторы, которые позволяют им чувствовать, я не буду говорить видеть, потому что работы еще ведутся, но чувствовать магнитное поле. То есть наши птички, используя свои биологические, встроенные в их
не буду сейчас уточнять куда, это нужно смотреть, используют именно свои способности для того, чтобы преодолевать огромные расстояния, ориентируясь по магнитным линиям. Так вот, что самое интересное, оказывается, сейчас появилось такое очень интересное заболевание, которое называется магнитная чувствительность, если мне память не изменяет, правильно называется, с появлением Wi-Fi, с огромным засорением нашего, скажем так, эфира вокруг нас, безобразным количеством различных магнитных полей, у многих людей, примерно от 7 до 10%, как показывают исследования, возникает аллергия на магнитное излучение. То есть появились люди с повышенной магнитной чувствительностью. А вот теперь давайте с вами немножко пофантазируем. А что, если эта способность была у людей всегда? И может быть люди знали какие-то особые секреты и, выставляя определенным образом камни, меняя вектор магнитного поля, сами могли выступать приборами. Отсюда тогда, кстати, возникает понимание многих вот этих шаманских культов, когда говорят, люди ходили разговаривать с камнями, люди общались с душами камней. Здесь, знаете, это как есть такой принцип, эффект Карга, когда действительно люди умели работать с камнем, а потом это превратилось, со временем началась эта практика забываться, люди перешли на другое мироустройство, и вот эта способность, она превратилась в некое шаманство. И вот что самое интересное, буквально в прошлом году с моим коллегой Алексеем Юрьевичем Бяковым, не больше не меньше, это старший научный сотрудник Российской академии наук, зав. Лаборатории геодезии Краснодарского края, решили с ним провести эксперимент. Правда, это были не менгиры. С менгирами это нужно отдельно делать. Он взял определенное количество геодезической аппаратуры, выбрали дольмен и просто провели все возможные измерения, начиная там электромагнитного поля, заканчивая там стоячими волнами и прочим. И оказалось, вот на этой модели хорошо видно. Вот эта вот красная точечка, вот эта самая верхняя, это как раз вершина дольмена. Сканировали, приборы позволяли где-то на 20-30 метров они 3D-модель сделали. Так вот, что самое интересное, оказывается, что вот этот вот каменный домик, который все называют дольмен, он определенным образом, каким-то непонятным пока для нас, структурирует под собой, ну скажем так, поля. То есть вот то, что вы видите красным, это стоячая электромагнитная волна, которая генерируется дольменом. Отсюда вывод, что, может быть, нужно провести те же самые исследования и с менгирами, и с кромлихами, и с другими объектами. То есть, скорее всего, мы с вами имеем дело сейчас не просто с древней системой навигации, а в целом с неким иным взглядом на мир. На самом деле мы многие способности сейчас теряем в силу того, что мы полагаемся на приборы. И нам вообще сложно понять, что и как думали наши предки. И вот те все рассказы о том, что мы там могли и силой мысли камни двигать, и многие вещи могли за счет своих ресурсов организма осуществлять, они полностью могут быть не мифологией, а отражением вполне себе каких-то реалий, но людей с другим взглядом на мир. Ведь если человек начнет развивать себя именно с точки зрения не духовного существа, а человека, вписанного в природу, понимающего его законы, он сам становится прибором и магом. Вот. Это кратенько так. Тут как раз хотел вам показать, как выглядят ахуновские менгиры. То есть вот такой вот это комплекс, достаточно крупный. И что самое интересное, вот буквально 3 года назад впервые появилась информация рядом с ахуновскими менгирами, это Челябинская область, открыли еще один аналогичный комплекс, буквально в 2 километрах. Вот мы на нем побывали в прошлом году и отсняли, и картировали, и полностью все обмеры сняли. Сейчас с этим, конечно, нужно работать будет. И что самое интересное, вот все говорят, у нас нет мегалитических сооружений. Есть у нас мегалитические сооружения. Я вам сейчас покажу. Вы вообще знаете, что у нас на Урале есть дольмены? Кто знает, что на Урале есть дольмены? Руки поднимите. Ну вот, молодцы. Потому что все привыкли, что за дольменами мы куда ездим? На Кавказ, в Краснодарский край. Так вот, оказывается, на Урале есть совершенно свой уникальный тип плиточных дольменов. И это не единичные экземпляры. Их на сегодняшний день открыто уже более 300 единиц. И дальше их продолжают исследовать. Общаемся мы с людьми, которые этим занимаются. Хороший мой друг, но это опять же отдельно надо рассказывать. Вот так они выглядят. Причем по тем раскопкам, которые сейчас ведутся,
возраст вот этих вот сооружений надо понимать. И вот это, кстати, настоящие классические мегалиты, потому что выполнены они не из песчаника, который чуть полегче, а из не больше-меньше гранитных плит. То есть там каждый такой камешек от нескольких тонн весит. Ну, это можно все посчитать. То есть вот классические мегалиты, уральские. И таких объектов на самом деле вокруг нас очень много. И рассказывать об этом можно долго и интересно. Ну, это вам так, на затравку. Это результаты одной из наших недавних экспедиций. Это Челябинская область, пещера Колокольная. Ездили мы туда исследовать якобы сохранившуюся черторезную надпись. С этим сейчас работаем. И вот буквально из недавней экспедиции из Волгоградской области привезли еще один камень, тоже якобы с черторезными символами, но это совершенно отдельная история. Я вот так кратенько, потому что я понимаю, что тема сложная, готов ответить на ваши вопросы и доуточнить. У меня вопрос про Карнак, который во Франции. Можете как прокомментировать? Это тоже бункеры? Вы знаете, я просто пока не хочу вдаваться в метафизику, потому что у нас тогда действительно будет в тему, как называется наш лекторий. Нам нужно будет сделать шаг в сторону, но если мы сейчас с вами сделаем шаг в сторону и начну отвечать на ваш вопрос, мы уйдем в техномагию. Некоторые комплексы я подозреваю. Почему я говорю? Понимаете, на самом деле я сейчас вам показал всего лишь одну из гипотез. По методу аналогии я говорю, да, это похоже на навигационные системы. Но навигационные системы вторичного использования. Вполне возможно, если мы говорим, что все мегалиты, большая часть, уточню, большая часть ставилась над разломами, над какими-то геотектоническими аномальными объектами. Возможно, мы имеем сейчас дело с какой-то более сложной системой, которую в силу определенных наших шаблонов мы пока не готовы не то что принять, а понять. Потому что вот вам маленький пример, сейчас я вам покажу, проскочил. Сейчас в силу определенных событий в мире Министерством обороны, это уже не секрет, можно это найти, создается новая сеть военной навигации, основанная на гравитационных аномалиях. То есть в ближайшее время уже эти работы проведены, в интернете это все есть. Геопозицирование будет вестись не с помощью триангуляции спутников, а с помощью глобальной гравитационной карты планеты. То есть уже невозможно будет наши спутники сбить, чтобы, скажем так, лишить нас возможности ориентирования. Причем, кстати, опять же проскочил, очень сожалею, когда начал этой темой заниматься, не успел познакомиться с великолепным английским исследованием Томом Бруксом. К сожалению, в том году он ушел. Удивительно, но 20 лет он занимался тем же самым, вот, чем занимается наша группа. То есть тоже нашел закономерности между мегалитами, между системой навигации, между их расположением. Оставил после себя одну книгу, которую никак не могу из Англии заказать по поводу определенных трудностей. Но на самом деле система эта была настолько глобальной, что нужно ее, наверное, рассматривать с точки зрения психологии тех людей, которые жили тогда. То есть начинать исследование прошлого нужно в первую очередь с понимания психологии тех людей, иначе мы начнем выдумывать. А вот вы говорите, что у дольменов, за Уралом, вот эти крышки, они как гранитные получаются, да? Они как гранитные, они гранитные, да. Они гранитные, да? Но это такие здоровые, массивные вещи, а как они туда вообще попали? Так вот, это всегда вопрос, как наши предки, какими заклинаниями, какими магическими пасами все это перемещали, потому что вот мы были на тех дольменах, которые, ну, скажем так, на равнинке стоят, но примерно 20-30% того, что на реле обнаружено, они стоят в тех местах, куда ногами-то сложно подняться, а не то, что камни затащить. Это вопрос, этим надо заниматься, это нужно исследовать. Я не знаю, как они это делали. Усматривается какая-то вот региональная стандартизация. Вот если группа людей жили, они же не могли одновременно к одному стандарту прийти, как сейчас дорожные знаки. То есть должен быть какой-то, значит, переходный период, то есть где-то кто-то у кого-то подсмотрел одна форма, где-то переходная форма перешла в третью форму. Вот такое усматривается какая-то закономерность? Закономерность усматривается, если мы начинаем классифицировать те же самые менгиры по размерам, по объемам и по точкам установки. То есть я подозреваю, что часть объектов использовалась все-таки как культовые обрядовые объекты, а часть входила в какую-то вот, я не побоюсь, это глобальную систему, которую мы не понимаем. Я пока не могу ответить на вопрос, опять же, по той причине, я не могу мыслить, как те люди.
А мы в данном случае с вами оперируем даже не столетием, мы с вами не можем представить, как наши бабушки, прабабушки 150 лет назад жили. А когда мы начинаем категориями тысячелетий, да кто же его знает? Работать надо, исследовать, фактуру собирать, и тогда, может быть, мы с вами и ответим на этот вопрос. Коля, у меня к тебе вопрос. Дольмены, в общем-то, имеют какие-то определенные направленности. То есть я уже не знаю там куда конкретно, но можно всегда какое-то направление дольмена выбрать. Вопрос, куда нам выбрать. Вопрос в следующем. Не пробовал ли ты посмотреть и наложить одинаковую направленность дольменов и посмотреть, куда они вообще указывают? Знаешь, Понимаешь, да, устьем там, допустим, или в обратную сторону, но главное, чтобы у всех было одинаково, посмотреть, что получится. занимались этим вопросом, но не мы конкретно, потому что не было возможности там всю 1000 дольменов Краснодарского края объехать. Я пользовался работами советских археологов. Еще 50-х годов выходили совершенно великолепные брошюры по дольменам Кавказа. Нет четкой стандартизации направления входных отверстий. То есть это, как правило, хаос. Причем даже если мы говорим о, как называют, деревне дольменов, где сосредоточено там 5, 6, 10 объектов, они, как правило, все имеют разный вектор направления. Только... Море смотрят, все из координатов, все смотрят на море, в одном направлении, отверстие. Не в разные стороны, все в одном. Но где бы они ни были расположены. Ну, если даже мы говорим о дольмене Возрождения, он далеко не на море смотрит, если мы говорим о тех верхних дольменах. А тем более надо понимать, что вот те же самые дольмены Возрождения, которые вот на горке стоят, на Аннексисе, дольмены Возрождения, например, их вообще собирали археологи, я с ними встречался. Куда там дырки направлены, они сами не знают на самом деле. То есть они были развалины, они их собирали? Ну вот конкретно, если мы говорим о дольменах Возрождения, куда вот больше всего люди любят ездить, красивые дольмены, очень странные, их собирали, то есть не развалины были, их даже откапывали. У меня интервью есть, я как раз, когда ездил в экспедицию, мы общались непосредственно с директором того колхоза, на территории которого это в советское время все было, и как они это восстанавливали, собирали. Причем нашли они там еще какой-то странный инструмент, предполагают, что с помощью него дольмены лепили. По дольменам это вообще надо отдельную лекцию делать, потому что есть дольмены, которые из песчаника собираются, есть которые именно лепили из глинистых песчаников. Но это отдельная большая тема абсолютно. Еще вопросы? Ну, еще вопрос один. А вот если такая теория есть, что они смотрят на море, допустим, да, может быть, допустим, люди, кто там в море плавали или в океане, там же тоже должна какая-то была навигация, может быть, тоже так связано? Вполне возможно. Если мы возьмем, вот все знают карта Перерейса, ну, как правило, вот один фрагмент карты, где там Антарктида якобы безо льда, но мало кто знает, что Перерейса это совершенно великолепный навигационный сборник. Так вот, если взять и посмотреть, как осуществлялась навигация в те времена, да, был определенный вектор, единая точка, которая уже шло построение маршрута. Вполне возможно, но это пока даже не гипотеза, это предположение. Потому что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно проводить серьезные приборные исследования. Но опять же не факт, что нашими текущими приборами мы что-то сможем зафиксировать. Все, вопросов больше нет. Большое спасибо Николаю.